вы все собираетесь? Так, ого, кажется, кто-то появился. Всем привет-привет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как меня видно и слышно. Слышно меня сегодня будет по-всякому, потому что у меня открыто окно, а если я его закрою, я совсем умру от жары. Мы и так здесь собрались, чтобы наблюдать, как человек умирает от жары в прямом эфире. Так что наслаждайтесь, все для вас такое сегодня шоу. Я еще хочу быстренько включить ретрансляцию в Инстаграм ненадолго, но, скорее всего, я ее там быстренько выключу. Я получила очень много вопросов про все на свете, и про музыку, и как она пишется, и как на ней зарабатывается, и как вообще все происходит нынче, и про свою личную жизнь, про мой переезд. Я сейчас в Турции нахожусь, как многие знают, кто-то, может быть, не знает. Спрашивали, что я буду делать дальше, как вообще все. Так что много о чем будет поговорить. Плюс я сама много чего хотела рассказать про View of You, про нынешнюю работу над музыкой и вообще про всякое. Так что присоединяйтесь, пишите вопросы. Чатик я вижу везде. Плюс все вот, ворона. Главная достопримечательность нашего эфира будет ворона. Это бесспорно. А где начать трансляцию? Вот здесь? Нет. Так. Вот, нашла. Нашла, где тут у вас прямой эфир этот ваш. Только у меня что-то не очень получается установить. Этот телефон второй. Получилось. Бум. Отлично. Значит, я ворона best of the best. Привет, Даша. Даша просто частенько со мной разговаривает, потому что мы с ней играем в Геншин, и она знает эту ворону, она ей как родная. Мне она тоже как родная, такая у нас родная ворона. Еп. Окей. В Инсте прямой эфир тоже пошел. Там будет некрасивая картинка, потому что красивая картинка в ютубах. Ой, так совсем некрасивая картинка. Давайте сделаем ее чуть получше. Ну вот как-то, наверное, так, предположим. Ну, допустим. Итак, собственно, про что я хотела сегодня поговорить. Хей, как вас много. Привет. Здорово. Значит, про что я хотела с вами сегодня поговорить. Во-первых, вышел трек View of You. Он замечательный, слушайте его везде. И главное, смотрите тоже, потому что на ютубе есть видео, которое совершенно спонтанно получилось, и мне оно очень нравится. Также нововведение сегодняшней трансляции, вообще сегодняшнего дня. Мне теперь можно дать денег. Мне всегда можно было дать денег, я вообще никогда не отказываюсь от такого. Но с сегодняшнего дня это стало еще удобнее и прям даже как-то по-блогерски, потому что в ссылке в описании этого видео и в закрепленном комментарии вы найдете ссылку на Boosty. Наконец-то Alice Goes to Motherland добрались до Boosty, и там мы тоже есть. Так что если вы захотите поддержать меня рублем, вы можете это сделать. Там уже есть одна цель на запись вокала, написано там 5000 рублей стоит, это немножко условная цифра, но примерно столько это обычно обходится. Это только запись вокала на один трек, не продюсирование трека. Прибавляйте к этому, что вообще должно случиться, чтобы вышел трек. Его нужно придумать, это бесплатно. Потом с продюсером сделать минусовку, это уже платно. Потом записать вокал, это тоже платно. Потом, чтобы продюсер все это отсмотрел и свел, это тоже платно. Потом раздать на магазины, это, слава богу, бесплатно. Но потом нужно прорекламировать, это опять-таки платно. Поэтому любой рубль, даже 5 рублей, это очень полезно и хорошо. Так что будем очень благодарны. Привет. Слушайте, прям сегодня классно. Сегодня прямо люди. Невероятно. Так, тын-тын-тын. Да, ВКонтакте, если что, я тоже вижу комментарии, поэтому можно там тоже писать, если вы смотрите ВКонтакте. Итак, View of You писалась, как и все наши последние треки, через онлайн. И мне вот один из вопросов, мне, в общем, накидали много вопросов, и один человек как раз спросил, как пишется музыка онлайн, прям пошагово. Я не против вам об этом рассказать, если, надеюсь, вам интересно, как это происходит. В общем, сначала начинается все с меня. Я придумываю текст и мелодию. Обычно для меня важнее обычно мелодия, поэтому у меня есть какой-то вот
хук или что-то такое, и вот я его придумываю. И конкретно с этой песней все совсем смешно получилось, потому что, как вы, наверное, знаете, в 2020 году я вступила в ряды ARMY, а это фан-клуб группы BTS. Можете меня осуждать, но я очень довольна своим выбором. И вот в, наверное, 2021 году уже я как-то сидела, смотрела в ТикТок, а на тот момент у меня в ТикТоке, кроме этих всяких горячих корейцев, уже ничего не показывали. И смотрю, значит, на них и понимаю, что все мне нравится. Очень красивая картинка, офигенный монтаж, все прекрасно, но саундтрек, сука, не тот. Вот звучит все, вот почти там, ну, можно было лучше. Какая-то песня не такая. И я тогда решила, что надо написать достойный саундтрек ко всем этим хорни-видосикам. И я его, собственно, мне тут же пришло в голову какой-то припев. И там вот единственное, что была вот эта строчка про view of you is what turns me on. Я такая, ну, это прикольно, все, надо все так делать. И она изначально в моей голове была какая-то, типа, похожая на Heroin. Я очень боялась, что она получится похожая на Heroin, потому что она была какая-то тоже немножко в какой-то кантри-блюзовую какую-то штуку, американизированную. И, в общем, как-то я немножко даже переживала из-за этого, но у меня был только припев, а куплета не было. Это частая история, у меня часто бывает что-нибудь одно. Более того, иногда так и остается, а потом оказывается, что какой-то припев из другой песни подошел там в новую. Например, с Heroin так было, у меня был отдельный припев как раз из другого вообще трека, но встал он туда идеально, и так сложилась песня. В общем, я ходила, думала, не могла ничего придумать. Потом, значит, сидела я в кафе. Я очень люблю писать, дописывать все в шумных местах. Я прихожу в максимально шумное, раздражающее место. Желательно, чтобы там дети какие-нибудь плакали, какие-нибудь, не знаю, люди по видеосвязи громко ржали, или еще что, чтобы этот вот фрапучино там какой-нибудь делали, чтобы прям кофемашина ревела, чтобы прям плохо было, вот прям физически. И тогда у меня лучше всего получается что-то родить творческое, потому что я очень раздражаюсь и хочу побыстрее просто все закончить. И вот я сидела в такой обстановке, и, наконец, придумала куплет. Как раз вот такой, какой он сейчас есть, потому что до этого он мне не нравился, он был прям вообще не цепляющий, то есть не было никакой мелодии, которую я бы хотела напевать. Вообще, обычно я записываю текст в телефон немножко, и если на следующий день или через 2 дня я смотрю в этот текст и не могу вспомнить, какая была мелодия, значит, мелодия была полное говно, и нужно все переделывать. В общем, это для меня такой тест. Я поэтому никогда вот эти на диктофон ничего не записываю, потому что это неправильно. Это значит, что она не запоминающаяся мелодия, и нафиг ее записывать. Так вот, как говорила моя учительница по испанскому, записать, чтобы забыть. Вот это правда. Записывать ничего не надо, надо все помнить. Так вот, в общем, я придумала этот куплет про Summer Nights are Shorter. И такой он прям получился обволакивающий, крутой. Я думаю, ну классно, я, пожалуй, так и оставлю. И поняла, что мой текущий припев теперь не подходит. Теперь нужно переделать припев. Потому что куплет мне уже нравится. Я села переделывать припев. Долго тоже у меня ничего не шло. Мне пришлось послушать очень много Милен Фармер, и тогда все пришло. Собственно, если вам кажется, что что-то там знакомое вам навевается в этой мелодии, то это Милен Фармер и группа Ленинград. В основном они стоят за этой композицией. Причем здесь Ленинград, спросите вы, а при том, что, как я сказала, я же сначала смотрела тиктоки, и самый идеальный тикток по саундтреку, который я видела, был как раз под группу Ленинград. Под песню «Иисус». Он был прекрасен, как Иисус в произведениях искусств. Собственно, оттуда половина слов и взята. Я люблю так делать, они просто переведены на английский, так что прекрасно все получилось. В общем, источник вдохновения — группа «Ленинград». Так вот, когда у меня получился уже припев и куплет и припев, точнее, и мелодия, и у меня были понятные референсы, я пошла к продюсеру, к Сергею Варламову, с которым мы все время все и делаем. Ой, я смотрю, у меня в Инстаграме куча людей. Привет, люди! Мы вообще в Ютубе, если что, так что лучше в Ютуб приходите, но тут тоже привет. Так вот, здесь я просто не буду видеть ваши комментарии особо, и не буду их читать. Если хотите что-то спросить, идите в Ютуб. Ссылки есть в сторис. Так вот, оставим этих плебеев из Ютуба. Из Инстаграма, из Ютуба вы как раз королевская знать. Так вот, с этим всем я иду к Варламову. Дело в том, что в 2020 году опять же случилась пандемия, мы все стали в онлайне, хотим мы этого или нет.
И как-то у нас получилось, в общем, наладить производство. Я думаю, что это может по-разному происходить, но у нас это происходит так, что Серега работает только когда над ним сидят. То есть нужно прям вместе с ним сидеть и придумывать. То есть, вернее, в основном будет он что-то делать, но ему нужно обязательно говорить, типа, ой, вот это клево, вот это оставь, и вот это я не уверен. Если ему просто скинуть, типа, запись и сказать, сделай что-нибудь, он не сядет ничего делать. И, в принципе, в этом есть логика, потому что, ну вот представьте, что вот он сел делать, что-то там придумал себе по этим референсам, начал делать, наваял, там что-то вошел в кураж, естественно, потому что это человек очень увлекающийся, ну, как и любой, в принципе, музыкант. Вот он там сделал уже все, он видит этот трек на всех вообще хит-парадах, скидывает вам, вы слушаете, говорите, что-то мне не нравится, и что, ему опять все переделывать, опять то же самое время тратить, поэтому это действительно демотивирует. Поэтому, в общем, садимся сразу вместе. То есть я ему скидываю чисто вокальную напевку, я включаю метроном, вставляю себе в уши и просто на диктофон на телефон записываю мелодию. Половина мимо нот, но у нас уже тот уровень взаимопонимания, когда он все понимает, короче, что я хотела сказать. Я ему это скидываю, он это вставляет в секвенсор и начинает по референсам делать какой-то бит, какую-то музыку. Я ему говорю, типа, да, вот это то, что я хотела, вот это мне не очень нравится, вот это, мне кажется, слишком как-то светло звучит, например, мне бы хотелось, чтобы было как-то мрачнее, вот это, наоборот, звучит слишком там темно, нужно как-то веселее, бодры надо говорить бодрее, а веселы веселее, как завещал нам советский кинематограф. И, собственно, вот так мы делаем первую рыбу, это называется. То есть черновой вариант песни, в которой есть черновой вокал и вот основная как бы музыка. Серега сразу выбирает как бы сэмплы по звучанию, все такое, какое оно будет как бы в конечном счете, просто потом будет дополняться еще какими-то звуками, эффектами и так далее. Но в целом канву уже становится понятно стиль, становится понятно, куда это идет дальше и что дальше делать, потому что я редко пишу дальше первого припева. Обычно пишу только куплет-припев изначально, мы только их и делаем. И дальше, вот как раз мы когда их сделали, становится понятно, что должно быть дальше. Потому что иногда дальше хочется прям повторить то же самое. Иногда ты понимаешь, что уже надо сейчас что-то поменять. Становится понятно, что именно хочется поменять в плане там минусовки, например. То есть он там по ходу, например, находит какой-то эффект, говорит, ой, слушай, вот это прям будет идеально, давай мы туда это поставим. И вы это ставим туда, и я понимаю, что если я опять то же самое начну петь поверх того, что мы туда наваяли уже, то будет плохо. Нужно там, например, петь меньше или, наоборот, больше, или как-то по ритму что-то изменить. Поэтому дальше как бы этот трек в вот этой черновой версии с вокалом на первый куплет и припев и без вокала дальше возвращается опять ко мне. Дальше я его опять слушаю и дописываю, соответственно, конец. То есть второй куплет, припев, там бридж, если он нужен. Например, в Пикабу вот так было, что мы дошли до бриджа, поняли, что там нужен бридж. Серега сделал минусовку, говорит, я понятия не имею, как оно должно звучать. Скинул мне, и я уже имею понятие, как это должно звучать. И я, собственно, все это туда быстренько придумал за 15 минут. Вот, и с View of You было точно так же. Мы сделали куплет-припев, он мне скинул минусовку, и я на нее перезаписала этот куплет и припев и сделала второй куплет, собственно. Дальше мы еще раз встретились, чтобы все это как бы добить до конца. Он все послушал, сказал, да, все, я понял, мы туда докинули всяких еще эффектов, что-то еще там поделали. Решили, что песня должна заканчиваться вот там, где она заканчивается, потому что сначала мы начали делать, как Серега говорит, а здесь должен бридж какой-то вот такой, а потом быть припев, и он что-то делал, мы, наверное, целый час сидели, потом говорю, слушай, может, он не нужен вообще-то? По-моему, сейчас какая-то фигня, оно уже как-то killing the vibe, и мне кажется всегда, что после прослушивания песни должно возникать ощущение, что как-то не хватило чуть-чуть, что как-то хочется еще раз ее переслушать, хочется к ней вернуться. И поэтому, я так странно выгляжу в Инстаграме, я сейчас закончу эту трансляцию. Там вообще кто-нибудь есть? Непонятно. Так вот. Пожалуй, я выключу эту штуку, она меня напрягает. Ля-ля-ля, как отсюда выйти? Оп. Завершить. Сбросить медиафайл. Отлично. Не на что там смотреть. Так вот. Собственно, мы придумали, что никаких бриджей там не будет, будет сразу
View очень круто вышло. Спасибо. Мне тоже очень нравится, как получилось. Мне кажется, ее прям вот хватает. И, в общем, мы доделали до такого варианта. И дальше, следующим шагом, мне Серега опять скидывает уже минусовку окончательную. И я иду записывать вокал. Вокал на View я записывала еще в Москве. У меня там есть знакомый, Ромочка, к которому я, собственно, хожу записывать. Не хватает, значит, нужно еще раз послушать. Все же так продумала. Так вот, я иду к Ромочке, и мы с ним записываем вокал. Это занимает обычно час-два, максимум 2. Но обычно с этой, по-моему, мы за час управились, потому что все было и так понятно, типа, что делать. И мы отлично справились, в общем, быстренько за час. И дальше все это мы отправим обратно Сереге, и происходит дальше магия. Я обычно говорю, ржу, что вот если вот мы с ним, типа, мужчина и женщина, да, там инь-янь, вот это все, но по приколу, что получается, что я песням отец, а он как бы мать, потому что я просто пришла, что-то там вкинула какие-то идеи, вот. А дальше он, не 9 месяцев, правда, один, но там что-то ковыряется, страдает, блюет, вот это все, а потом дает мне песню, я такая, вот, это мой ребенок, это вот я сделала, вот. В общем, такой вот совместный труд у нас обычно получается. Сведение зависит по времени много от чего, в основном от вдохновения того, кто это делает. Занимает это, минимум пару недель, поэтому треки не могут выходить очень-очень часто, потому что нам нужно где-то 2 недели на то, чтобы все собрать, еще неделю мне на то, чтобы сходить записать, и еще 2 недели на то, чтобы, хотя бы 2 недели на то, чтобы все свести, вот, поэтому все очень медленно и плохо. Можно ли было бы это сделать быстрее? Конечно, да, но это бы стоило совсем других денег, потому что люди с улицы, когда они приходят к Сереге, он с них берет 50 тысяч только за сведение и мастеринг. С меня он берет намного меньше, поэтому стоит длиться все это немножко дольше, сам процесс, но результат, по-моему, того стоит. Мне всегда очень нравится, что у нас получается, плюс у нас клевый творческий тандем, в общем, поэтому так работаем. Вот, напоминаю, кстати, насчет, кто к нам только что пришел, можно задонатить на Бусти, ссылка есть в описании видео, чтобы песни выходили чаще и больше, и проще было со всем этим справляться. Вот, так появляются, в общем, песни, и так появилась в том числе View of You. Как появилось видео на View of You, это вообще просто эпопея. Сейчас я про это договорю, кстати, и перейду к вашим вопросам тоже. Я все вижу и читаю. Так вот, откуда взялось видео? Опять же, благодаря тому, что в 2020 году я вступила в ряды фанатов BTS, опять же, ни о чем не жалею, я подписалась на кучу художников, в том числе в Инстаграм, и одна из них, Катя, Black Catherine, у нее никнейм, она занимается 3D-моделированием. Я об этом знала и просто видела ее сторис всякие. Да, картинка прикольная с обезьянками, она, то есть, прилагалась к месту жительства. Так вот, я увидела у нее в сторис какую-то штуку, я думаю, блин, как это клево, хочу такую штуку в лирик-видео. И я ей пишу, говорю, слушай, а ты не делаешь ли случайно, вот мне нужно лирик-видео, там не согласилась бы ты, она такая, да-да-да, очень интересно, давай-давай. И я вообще думала про другую песню, которая как раз дальше будет, у нас следующий релиз будет, песня Night Hunter, она очень такая дискотечная, движниковая, и мне хотелось чего-то такого неонового, в общем, все туда очень подходило, это все это 3D. И мы сначала про нее начали говорить, а на View of You я хотела сделать небольшой, типа клип, просто с липсингом, то есть просто как бы какая-то комната, там просто я пою, типа, песню. И мы договорились делать с Владом. Влад — это оператор, который снимал Пикабу как раз. Он говорит, да-да-да, я как раз буду в Турции в конце июля вроде как, и, в общем, тогда все можем снять. Потом говорит, в начале августа я буду. Я думаю, значит, будет типа клип сильно после трека, ничего страшного, тогда на трек сделаю хотя бы лирик-видео. Я пишу опять, значит, Кате, говорю, Катя, давай сделаем лирик-видео Нет, тогда еще не было никакого 3D, тогда была идея, что просто мы снимем просто клип, а 3D будет на другую песню для лирик-видео. И там будет, я представляла, что это будет просто какой-то один объект, что там крутится какая-нибудь дискобол и просто текст вылетать.
Вот. Но судьба распределилась иначе, потому что, когда я скинула Кате View of You, она сказала: да, клево, все, я все придумала, мне кажется, нужны вот такие образы, вот такие образы, вот такие образы мне приходят в голову. Я говорю: да, говорю, мне все нравится, типа, выбирай, что хочешь, вот, давай, делай, короче. Она начала делать, и спустя какое-то время она мне скидывает черновики всякие, и я на них смотрю и понимаю, что в принципе, это уже и чуть больше, чем лирик-видео, и нафига мне что-то еще снимать, потому что, понятное дело, что снимать еще какое-то видео, это еще деньги нужны на это, потому что нужно арендовать студию, в которой снимать, нужно арендовать оборудование, потому что света, подходящего для видео, в фотостудиях обычно нет. Нужно арендовывать камеру, потому что камеры обычно у операторов тоже нет, она арендуется в зависимости от того, какие задачи, потому что если вы снимаете, там, я не знаю, «Властелин колец», то вам нужны одни камеры. Если вы снимаете вот человека, типа лицо в фотостудии, вам нужны другие камеры. Поэтому покупать их все невозможно, они очень дорого стоят, и их обычно арендуют. Везде есть ренталы, это не очень дорого стоит, но все равно стоит денег. Плюс там оператору нужно заплатить, плюс там, на то, на сё, на цветокоррекцию, на монтаж и так далее. Поэтому, если можно где-то не тратить деньги, я стараюсь этого не делать, потому что их не так уж много. Сейчас буду рассказывать, почему и куда я их нынче трачу со всеми переездами. Так вот, в результате, короче, я решила, что не буду я снимать никакой липсинг, именно вот видео, и мы обойдемся только этим как раз видео в 3D, потому что он же получался очень полноценным и создающим атмосферу. Из крутого, когда-то, пару лет назад, я ходила на выставку художника, который работает именно в... Это называется... я забыла. О, Господи. Господи, как это называется? Как я могла забыть? Я гуглила это недавно. Сейчас я найду. Нет, я не здесь гуглила. Я с другого аккаунта гуглила. Вот это, конечно, да. Вот это я молодец. Как это называется? Не факториалы. Какая я дурочка. Ладно, сейчас, в общем, я вспомню. Вернее, я найду. А пока я ищу. Как же это называется? Кто вспомнит, напишите, блин. Когда вы, в общем, такой размноженные, типа, объекты. Как же это называется? Ладно. В общем. Забыла, не я имею в виду, что я гуглила эти видео сами, чтобы на них посмотреть. Как? Не факториальные, а как-то другие. Фракталы, конечно. Господи, какая же я... Как я могла вылетело слово, потому что фрактальное искусство это называется. Да, как на английском прожить, я запомнила. Hernia. Потому что легко запомнить по русскому слову. Так вот. Значит, фрактальные вот эти всякие штуки, это реально как космос. Там еще мы смотрели в купольном кинотеатре, когда ты ложишься, над тобой такой большой купол, надеваешь 3D-очки еще специальные, надеваешь наушники со специальной музыкой. Нет, по-моему, без 3D-очков там даже. Или с 3D-очками, неважно. Нет, без, потому что оно просто из-за того, что оно круглое, оно все как будто прям на тебя летит, и ты просто путешествуешь в космосе. Я всегда думала, что я очень хочу такое себе когда-нибудь клип. И вот у меня уже, в общем, почти такой и появился. И, в общем, дальше мы решили так и оставить. Я даже сказала, что не надо туда, типа, слова, чтобы вылетали, просто субтитры на Ютубе будет достаточно. И, в общем, мне Катя скинула первый вариант. Там нужно было немножко доработать монтаж. В результате, как бы, сценарий монтажа мой. Так что я чтец и жнец, и на детей грец. Но образы все сделала она очень крутые. И... Ладно, пока. Человек с небезлимитным интернетом посмотрит потом запись. Так вот. И, в общем, я сделала чертовой монтаж, скинула Кате, она все доработала, и получился вот такое офигенное видео. Я думаю, что мы еще будем вместе что-то делать, потому что мне очень понравился, в общем, результат и процесс, и, в общем, было очень здорово. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если вы еще не видели клип на View of You, идите и смотрите. Так вот, собственно, это все, что я хотела сама вам рассказать.
про View of You. На данный момент это моя чуть ли не самая любимая песня, так что я надеюсь, что вам она тоже нравится. И теперь перейдем к куче всяких вопросов, которые мне, в общем, поступили. Значит, про то, как пишется музыка онлайн, я уже рассказала. Также меня спрашивали про то, зарабатываю ли я на музыке и как вообще все происходит. Значит, как вы знаете, недавно наш трек Heroin трек очень тоже хороший, и тоже с ним все хорошо. Он довольно успешно себя показывает. Наш трек Cellophane, вернее, мой трек Cellophane, я уже делала одна. Неплохо так бомбанул на Spotify. И на данный момент там 370 тысяч прослушиваний. Для сравнения, до этого, ну, максимум, что у нас там было, это у треков, которые уже давно там, то есть, например, Gemini альбом вышел в 2018 году, как вы знаете, то есть уже 4 года прошло, и вот трек Heroin, например, набрал больше 8 тысяч прослушиваний, 8 тысяч, а Cellophane за год 370 тысяч. Это очень большой показатель. И где-то в среднем со всех площадок сейчас за месяц у нас где-то 40 тысяч прослушиваний приходит. Как это конвертируется в деньги? Не очень хорошо, должна вам сказать. Вот с 40 тысяч прослушиваний у нас получается где-то в среднем от 60 до 80 долларов в месяц приходит именно на мой счет. При этом дистрибьютор, естественно, себе удерживает тоже, по-моему, 15%. То есть это то, что вот именно доходит до моего счета, это где-то от 60 до 80 долларов за 40 тысяч прослушиваний. Итого получается, что 1000 прослушиваний стоит где-то 2 доллара. Да? Да. Вот такие, в общем, расценки. Так что, если вы планируете зарабатывать музыкой, вам со стримов, то нужно, чтобы стримов было реально прям много. Чтобы увеличить количество стримов, у нас все получилось именно за счет алгоритмов, автоматические плейлисты. Spotify так сработали. Spotify смотрит на что? Он смотрит на то, как аудитория взаимодействует с вашим треком. То есть много ли его сохраняют, много ли его переслушивают, какой у него коэффициент повторных прослушиваний, много ли его там делятся им и так далее. И если показывает вот этот процент как бы хороший, то алгоритмы подставляют ваш трек в плейлисты типа, ну, если вы помните, там у кого Spotify есть или нет, или был, помянем, там был плейлист, например, Your Day, Weekly Discovery, по-моему, называется, типа «Открытие недели», по-русски он, по-моему, был. То есть там треки, которые он просто вам предлагает послушать, что вам, скорее всего, понравится, потому что это похоже на то, что вы обычно слушаете, и людям другим, которые это же слушают, тоже это все понравилось, этот трек. И вот наш трек вот Cellophane, он как раз туда попал, и оттуда большинство прослушиваний и идет. Плюс там есть такая штука, как радио. Радио, как поют группа «Рамштайн». Когда вы слушаете какой-то трек, вам нравится, вы такие, вот бы еще что-нибудь такого вот в этом духе послушать. И вы жмете на радио, и там показывают вам в этом духе. И вот Cellophane там тоже много показывают, также Сатан тоже довольно неплохо там показывается и так далее. Вот. Я не знаю, как будет с View of You, потому что этот плейлист обновляется в понедельник, так что в понедельник мы узнаем, попал он туда или нет, попадет ли он туда или нет. Я, конечно, тут молюсь. Вы можете этому посодействовать, если у вас есть Spotify, и вы можете там послушать этот трек сегодня, например, разочек, или парочку разочков. Только не подряд, а послушать его, послушать что-нибудь еще, а потом еще раз послушать его. Либо несколько дней, вот сегодня-завтра, например, возвращаться к нему. Это алгоритм помогает. В принципе, алгоритмы так работают на всех площадках. Так что слушайте, пожалуйста, наши песни везде. Также помогает, естественно, попадание в плейлисты. Мы часто попадаем в плейлисты редакторские ВКонтакте, например, на Яндекс.Музыке. В этом нам помогает наш дистрибьютор OneRPM. Они питчат нашу песню редакторам этих плейлистов, они тогда их слушают. Если вы просто выкладываете песню куда-то, то редакторы ее не смогут послушать, потому что в день выходит 50 тысяч песен, они не могут их все послушать. Поэтому они слушают только те песни, которые им приходят от дистрибьюторов, с которыми есть договоренность. Плюс тогда они проходят как двойную фильтрацию. То есть сначала слушает дистрибьютор, что там артист наваял, прикидывает,
кому это показать. То есть, например, там, вот мой трек, навряд ли его стоит показывать там в View, редактору плейлиста, типа рэп-музыка на русском. Ну, логично, что он туда не попадет, поэтому зачем ему это слушать? Соответственно, отправляют сразу тем, кому это может быть интересно. И вот так, например, с View мы попали в ВКонтакте в русское инди неожиданно. При этом в ВК-музыке мы попали в другой плейлист под названием, по-моему, поп-новинки или что-то такое. И в Яндексе тоже какой-то такой клевый большой плейлист типа поп-новинки, что очень классно. Cellophane также попал в плейлист от Apple Music, тоже с daily, что-то там, типа ежедневно обновляющийся плейлист, там, типа, самыми крутыми треками дня, и это было прям супер круто, я очень гордилась собой. Вот, так что была первая такая большая радость, там было очень много прослушиваний за первый день, за первые несколько дней в Apple Music, у меня никогда столько не было в Apple Music прослушиваний, ни у чего. Вот, так что вот так вот с зарабатыванием на музыке, доход такой себе, но он есть. И если, ну, регулярно так выстреливать, то можно, в принципе, нормально даже жить с этого всего. Так, это я ответила, сколько всего. Какие ближайшие ништяки ждут нас от АГТМ? Песни, клипы и так далее. Песни точно ждут. Где-то через 5 недель будет выходить песня Night Hunter. Я про нее уже говорила. Она давно была написана, изначально она планировалась в альбом, потому что я планировала альбом, который должен был состоять как бы из 2 частей. Одна такая более движниковая, веселая, задорная, а вторая более такая мрачная, депрессивная, потому что такой я человек. Я близнецы, по зодиаку на мне написано. Поэтому у меня все такое, типа, двойное. Но потом много чего поменялось. В частности, поменялось геополитическое устройство мира, поменялось мое местоположение, поменялись мои финансовые возможности в связи с этим. Поэтому я не уверена, что в ближайшее время будет альбом, хотя, возможно, будет EP из 3 треков, потому что так получилось, что есть 3 трека на 3 четверти. 3 четверти, это которые раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, па-па-па. There is a house in New Orleans. Вот этот трек, например, на 3 четверти. И вот у меня таких уже 2 законченных, и 1 у меня на днях в ночи тоже родился, и мне кажется, он клевый, и я хочу его тоже доделать. И, может быть, я их буду выпускать все 3 за один раз. Это будет такой, типа, EP, 3 по 3, вот это все. Мне кажется, это имеет какой-то художественный смысл. Получится ли сделать какой-то полноценный альбом в ближайшее время, я не уверена. По ряду причин. В основном потому, что на это нужны ресурсы, это время, творческое усилие и деньги. И того, и другого, и третьего не очень много. Поэтому синглы точно будут выходить. Одна песня, как я сказала, уже абсолютно готова, она точно выйдет где-то через 5 недель. И следующий трек как раз на 3 четверти под названием Pain, мы его недавно записали, как раз я уже его здесь в Турции записывала, очень странный опыт был тоже. Я снимала все в процессе, и потом сделаю блог именно про этот трек, как он делался. И еще, кстати, про один трек, на котором я начала сейчас работу, я хочу попробовать сделать блог, видео, где я прям все целиком постараюсь вам показать весь процесс создания трека, то есть прям от написания лирики до процесса, собственно, работы продакшена, записи и вот готовый результат. Надеюсь, все получится, пока что начало, в общем, положено. Вот. И Pain мы уже тоже записали, она сейчас доделывается в конце августа, в середине августа мне скинет Серега окончательный вариант. Кар-кар, да, снова с нами. И будет, в общем, еще одна песенка точно. Это из того, что уже стопудово готово. Плюс у нас есть еще пара песен, которыми мы уже начинали работу, и их осталось там только вокал, например, записать. Так что треки будут еще выходить. До конца года точно выйдет минимум 2, в идеале 4 трека. Вот, дальше будем посмотреть. В общем, останавливаться никто точно не собирается. Насчет клипов, возможно, вернее, скорее всего, будет как раз клип на Pain. Это вот тот трек на 3 четверти, который записывался уже здесь. Не скажу пока, что там будет. В общем, не факт, что там буду я, но факт, что там будет очень красиво. В общем, мы сейчас подумаем еще, как сделать
все получше. Но, в общем, работа идет. Поэтому какой-то видеоряд интересный. И потому что этот трек, он очень эмоциональный, он отражает, как бы мы именно над ним начали работу после того, как я переехала, потому что он очень отражает рефлексию по поводу сложившейся ситуации из-за вот этих военных действий, из-за оторванности как бы от прошлой жизни и эмоций по этому поводу. Это очень такой эмоциональный и тяжелый трек. Я недавно постила как раз сторис по этому поводу, что я очень переживала, получится ли у меня хорошо записать. Когда я его писала только и придумывала как раз бридж, и там такие прям надрывные моменты. Я когда записывала демку, я после того, как ее записала, я начала плакать, и, в общем, потом поняла, что я плохо записала, надо еще раз перезаписать, перезаписала, еще поплакала. Вот, и потом, когда пошла записывать, думаю, интересно, как оно будет, но вроде бы получилось поймать настроение. О, это мусор приехали вывозить. У вас сегодня полный experience full circle. Короче, о том, как тут живется у меня. Так что вот, такие дела. Так что ждут нас, да, треки и клипы, все будет, ничего не заканчивается и так далее. Что с составом АГТМ, какие мысли и планы на этот счет? Состав АГТМ весь перед вами. Пока что я здесь одна в этой группе, и навряд ли что-то поменяется в ближайшее время. Я думала о том, чтобы, может быть, искать музыкантов здесь, но сейчас понятно, что я здесь точно не очень-то надолго, где-то на год, на два, наверное. Поэтому не знаю, есть ли смысл искать музыкантов. Плюс в плане музыки мы сейчас двигаемся в более такое электронное звучание, и, соответственно, не так сильно нужны музыканты для того, чтобы выступать с этой музыкой. А насчет выступлений мы сейчас тоже думаем с одним моим знакомым, он занимается менеджментом артистов, и мы думаем про то, чтобы сделать онлайн-концерт. Кстати, скажите, как вы к этому относитесь? Хотели бы вы такую штуку посетить? О, у нас новый участник стрима. Это Джуди. Сейчас я про нее тоже расскажу побольше. Когда на стриме есть кот, это всегда плюс. Надеюсь, плюс в копилку донатов тоже. Джуди очень просит. Ей нужно на еду. Так вот. Соответственно, хотим попробовать сделать онлайн-концерт под минусовку. Я там буду петь. Будет ли это хитом Турции, мы узнаем. Вообще в Турции у меня довольно много слушателей именно со Spotify, там у Cellophane и у View сейчас много прослушиваний в Турции как раз, так что как знать, как знать. Вот. Но пока, в общем, участники это я, запасные участники, я надеюсь, это вот, собственно, ребята, которые всегда были, Антон, Миша и еще один Миша. Если как бы у нас получится как-то собраться и выступать вместе снова, мы бы хотели, конечно, я бы очень хотела так сделать. Получится ли так сделать, неизвестно. Также получится ли поехать куда-то выступать, например, по Европе, очень хотелось бы тоже. Непонятно из-за виз, потому что очень долго все это, очень большие очереди. Я вот, например, думала съездить на конференцию, не уверена, что, в общем, успею, и, в общем, все это очень как-то стрёмно и дорого, и вообще. Ворона все еще требует внимания к себе, да. Так что вот. Но, в общем, планируем онлайн-концерты, и состав пока это Me, Myself and I. Так, про жизнь в Турции, дальнейшие перемещения. Здесь просто тем, как себя чувствуешь, как поживаешь этот период, какие глобальные цели, почему скучаешь и так далее. Я, в общем, переехала в Турцию в середине марта. Почему я это сделала? Когда Россия начала бомбить Киев, я была, собственно, в Москве, я проснулась утром, открыла Инстаграм и увидела сообщение от моей подруги, как раз из Киева, которая написала: у меня сейчас в соседний дом прилетела бомба. По ощущениям, бомба прилетела в меня немножко тоже, где-то изнутри. И я такого стыда не испытывала никогда в жизни и надеюсь, что больше никогда не испытаю. Я очень тяжело переживала и переживаю эти события. У меня очень много друзей в Украине или тех, кто из Украины сейчас находится где-то в другом месте. И я абсолютно убежденный пацифист. И происходящее сейчас не вызывает у меня не то что никакой поддержки, а очень резкое осуждение.
Но я ничего не могла с этим сделать, потому что я ходила, естественно, на митинг, и я высказывала свою позицию, но очень быстро стало понятно, что это ничего не даст. Когда я была на митинге на самом, мы как раз шли по Тверской улице в сторону Кремля, и это был единственный момент, потому что суть митингов в России то, что их разгоняют, как вы знаете. Приезжает машина с ОМОНом, и люди разбегаются, потому что, естественно, никто не хочет в автозаке сидеть. И все площади, какие-то большие пространства, они перекрыты. То есть нельзя сделать такое, чтобы это выглядело как вот куча людей. Хотя там на самом деле куча людей, но они распределены по разным переулкам, поэтому не видно, что на митинге присутствует огромное количество людей. Никто в это не верит, что там много людей, кроме тех, кто там присутствует. И социологов, которые это там отслеживают и отсчитывают. И вот когда мы шли по Тверской улице, не по самой улице, а по обеим сторонам, но там очень широкие тротуары, и поэтому было прям видно, что это прям целая река людей по обеим сторонам. И движение было ограничено, там мало было машин, и в какой-то момент поехала машина с мигалками. И я просто всей своей кожей почувствовала, насколько человеку внутри насрать. Не просто, что... Вернее, даже не то, что насрать, не то, что он против этих людей, не то, что он хочет что-то показать или доказать, а он просто отфильтровывает, как мы рекламу отфильтровываем. Вот когда вы листаете, там, открываете сайт для просмотра сериальчиков, там вокруг куча рекламы, вы ее даже не видите, вы не знаете, о чем эта реклама, потому что ваш мозг просто отфильтровывает это. И я поняла, что вот нас всех там тысячи, десятки тысяч человек, вот этот человек, он просто их отфильтровывает, это просто серая масса. Это не люди, это народ, это вот какая-то масса, это оно. Это не имеет никакой персонификации, никакой личности. И я никак, будучи мной, вот в моем нынешнем положении, я никак не могу на это повлиять. И мне от этого стало абсолютно невыносимо, потому что я была в похожей ситуации в семье своей, когда все очень сильно разваливалось, и я никак не могла на это повлиять. И я тогда была буквально на грани самоубийства. Не буквально, а я была именно там. И мне помогла только работа с психологом. И когда я поняла, что я опять в этой ситуации, я поняла, что, в общем, выхода у меня два. Либо в окно, либо уехать. Поэтому, собственно, я и уехала. Это не потому, что я никогда не хотела уехать до этого. У меня никогда не было, знаете, как людей спрашивают, там, где бы вы хотели жить? Все-таки, ой, я бы хотела жить там в Италии, ой, я бы хотела жить в Америке, я бы хотела жить там еще где-то. Я хотела жить в России, мне очень нравится Москва. Москва мой самый любимый город. Я всегда хотела жить там. И всегда там жила. Единственный момент переезда, я думала, что, может быть, не съездить ли мне на годик в Питер пожить. Вот такая мысль о переезде у меня была. Но переезжать в Турцию, тем более, у меня вообще никогда не было никаких мыслей, планов и желаний. Я очень плохо переношу жару, и я абсолютно равнодушна к морю, в отличие от большинства людей. Все как-то очень любят море, мне как-то вообще пофигу. Но, тем не менее, вот она я в 30-градусной жаре на берегу моря. Что ж. Но почему я это сделала? Мне кажется, что в этом есть для меня возможность поменять свое положение. Если из нынешнего положения, как я поняла, я ничего не могу сделать, потому что мой голос не слышен, то что я могу сделать, это стать больше и сделать так, чтобы мой голос что-то значил. Это все, что я могу как человек. Поэтому, собственно, я приехала, и сейчас я нахожусь в Турции. Почему я поехала именно в Турцию? Потому что планов никаких. Вообще переезд — это такое себе занятие, и с юридической точки зрения, когда вы приезжаете в другую страну, вам нужны документы, которые позволяют вам там остаться дольше, чем на неделю. У меня не было никакой визы в этот момент, ни шенгенской, ни американской, ни канадской, никакой. Соответственно, я рассматривала только те страны, в которые можно въехать без визы. И у меня было два варианта, собственно, Казахстан и Турция. Но в Казахстан я не поехала, потому что там сложнее получить ВНЖ, вид на жительство. Чтобы получить ВНЖ в Казахстане, вам нужен работодатель. То есть нужно устроиться на официальную работу, и работодатель подаст заявление, и вам тогда дадут ВНЖ. В Турции такого требования нет. Чтобы получить ВНЖ в Турции, вам нужно снять жилье здесь, и все. Есть туристическое ВНЖ, его дают на год, кому-то на полгода, смотря на какой срок вы, в общем, претендуете, и дальше его можно продлить. Его очень долго можно продлевать, тут лет 5 или 10 можно жить просто за счет аренды жилья.
Собственно, именно этой опцией я и воспользовалась, поэтому я оказалась в Турции и сняла здесь комнату, не квартиру. Это было очень правильное решение по ряду причин. Значит, первая причина, конечно, финансовая. Естественно, комнату снимать намного дешевле, чем снимать целую квартиру. Во-вторых, меньше мороки. Когда вы снимаете квартиру в Турции, вам нужно подключить, вам нужно прописаться сначала, и потом подключить газ, горячую воду, подписать кучу бумажек. Все это занимает кучу дней, и я слышала кучу историй, как люди жили в этих квартирах там по неделе, пока им все это подключали, пока они там бились со всей этой бюрократией. Бюрократии здесь довольно много. И вот это вот все. Поэтому, в общем, чтобы обезопасить себя от этого всего, я выбрала комнату. И следующая причина — это люди. Когда вы снимаете квартиру, вы там один. Ну, я приехала одна, соответственно, я бы жила бы там одна. А когда вы снимаете комнату, там уже кто-то живет. И, соответственно, у вас автоматически сразу появляются какие-то друзья. Потому что, ну, вы как-то не будете же сразу врагами становиться с этими людьми, вы с ними жить, вы как-то так или иначе общаетесь и дружите. А я очень интровертный человек, я не люблю знакомиться с людьми, не умею заводить друзей, и вообще хочу сидеть дома, писать песни и играть в компьютерные игры, не хочу ни с кем разговаривать. А тут как бы безвыходная ситуация, поэтому я, собственно, искала комнату, чтобы стопудово с кем-нибудь познакомиться. Комнату я искала по принципу, ну, я всегда смотрю фотографии, и если в квартире живет кот, то это нормальная квартира. У меня такой принцип. Я уже по такому принципу жила в Москве в квартире. Это было лучшее место вообще, где я жила. Самые клевые соседи на ВДНХ. У нас был замечательный кот по кличке Депутат. Он совершенно очаровательный. Если долго листать мой инстаграм назад, можно найти очень много его фотографий. Вообще, по моему инстаграму никогда не понятно, когда у меня был парень, но всегда понятно, когда у меня был кот. Потому что коты лучше людей. Это определенно. И вот сейчас у меня замечательная кошка Джуди. Собственно, именно она меня и покорила. Меня покорила две вещи в объявлении. Первое было написано, что типа это в Стамбуле есть две страны, европейская и азиатская. И европейская — там, где все исторические здания, исторический центр, и, как ни странно, там более мусульманское и такое как раз азиатское именно общество. А на азиатской стороне как раз здесь нет никаких исторических мест особо. И здесь больше именно residential area, то есть места, где люди живут. И здесь прям Майами. То есть здесь очень такая то ли европейская, то ли даже какая-то американская атмосфера. Вот особенно если там пройти вот в район, где моя подруга живет, Джеда Бостон, там реально просто Майами. То есть там пальмы, какие-то яхты, теннисные корты, народ, короче, тусуется. Единственное, что выдает в этом Стамбул, это количество котов, которых там просто несметное количество. И это еще одна причина, почему я выбрала Стамбул, потому что здесь очень-очень много котов. Одна девочка, которая недавно приехала, вот, снимала у нас комнату тоже по соседству, они приехали в 3 часа дня, и вот мы с ней в 8 часов вечера разговаривали, она говорит, мы по пути считали котов, мы насчитали 107. 107 котов за 5 часов можно здесь встретить, и это не предел. Здесь их очень-очень много. Это очень успокаивает нервы, потому что если тебе грустно, ты вышел, погладил кота, жизнь получше стала. Вот. Котам здесь жить лучше, чем людей. Лучше, чем людям, потому что за ними все ухаживают, все их любят, их никто не обижает, их кормят, у них есть домики на улице специальные, вода везде для них стоит, и они сами к вам пристают. То есть, если вы вышли на берег, вот прибрежные коты — это прям особенный вид котов. Ты туда приходишь, садишься на камушек, допустим, ешь какую-нибудь еду, например, ты покупаешь балык экмек, это хлебушек, экмек, собственно, и балык — это рыбка. Они жарят рыбку на гриле, кладут в хлебушек с лучком, там, с каким-то салатиком, лимонным соком поливают, и очень вкусная штука. И вот ты садишься с такой штукой, к тебе тут же приходит кот и говорит, дай мне тоже. Если ему не даешь, он тебе лапой прям вот хватает за руку и говорит, давай сюда, я тоже буду кушать. Вот. И ты не можешь ему ничего сказать, потому что он тут главный, а ты нет. Вот. Так что у нас вот такие дела в районе Кадыкой, где я живу. Вот.
Собственно, так я оказалась в этой квартире. У меня появились первые мои друзья, как раз это Гурурджан, он из Турции как раз, он в соседнем районе родился в Üsküdar'е, и вот всю жизнь, собственно, здесь живет в Стамбуле, сейчас вот в Кадыкёе. И его девушка Тиана, она из Сербии, то есть у нас очень интернациональная такая компания здесь. И в результате так получилось, что поскольку я снимаю комнату, у меня нет договора именно аренды на квартиру, по которому можно получить ВНЖ, поэтому в качестве моего документа для ВНЖ было поручительство, то есть этот гуру, после того, как мы с ним были знакомы неделю, вписался в то, чтобы быть моим поручителем, то есть взял, как бы, по сути, ответственность, юридическую ответственность за меня на время пребывания в стране, то есть вот этот год, если я ограблю банк, то как бы он сядет вместе со мной. Поэтому он мне велел не грабить банк. Вот. И еще велел мне не умирать. Тут очень странные правила вождения, они как бы есть, но всем насрать. И я как-то переходила дорогу, и меня по встречке мотоцикл чуть не сбил 2 раза. Я по переходу переходила, чтобы по пешеходному на зеленый свет. Но это не помешало мне. Вот. И я ему рассказала, он говорит, ну ты, пожалуйста, не умирай, а то это очень дорого, типа, хранить и пересылать там тело, и вот это все, живи, пожалуйста. Вот, такой уровень заботы. Но еще он нам вот сегодня прислал пахлаву. Он сейчас в отъезде с Тианой путешествует по Турции, смотрит на всякие природные красоты. Вот. Так что у нас тут очень весело. Джуди, иди ко мне на ручки. Джуди уходила, она снова к нам пришла. Котейка. Вот. И, собственно, Джуди прилагалась к квартире. Мы с ней сразу очень подружились. Меня вообще любят кошки, я их тоже очень люблю. Видимо, у нас просто взаимные чувства. И мы с ней очень дружим. Она часто со мной спит, я ее кормлю. Сейчас я вообще за ней ухаживаю. Когда как раз вот Гурур с Тианой уезжали, он мне написал, типа, пожалуйста, не дай Джуди умереть, ты же ее тетя. Так что я официально ее тетя. Это моя племяшечка. Чему я горжусь ее. Вот, она совершенно очаровательная кошечка. На вид она выглядит очень маленькой. Вообще, большинство котов в Стамбуле очень большие, потому что им ничего не мешает жить и толстеть. И вообще расти во все стороны. Джуди малявка, но она очень шумная и вообще классная. Ей 2 года, она мать, но больше она матерью уже никогда не будет. Вот. И она ходит гулять и всем показывает, кто тут главный. В общем, она очень такая клевая. Так я, в общем, оказалась в Турции. И почему, и как я здесь живу. Что я планирую делать дальше? Как я уже сказала, я здесь вряд ли на очень долго, потому что, ну, это не то место, где я бы хотела всегда жить, хотя здесь, на самом деле, для жизни довольно комфортно. Меня еще спрашивали, надо ли учить турецкий, или здесь хорошо говорят по-английски. По-английски здесь говорят плохо. Я была поражена. Практически нигде. То есть в историческом центре практически везде говорят по-английски. То есть в центре, в кафе, там, в магазинах они говорят по-английски. Изредка даже по-русски. Здесь, поскольку здесь именно жилые места, здесь люди просто живут, местные в основном, никто нигде не говорит по-английски, в банках, в хренанках, вообще не... В банках вот по телефону в поддержке, там, да, всегда есть человек, который хорошо говорит. В живьем все очень плохо. Но они активно пользуются Google Translate, то есть они там печатают, показывают, для них это вообще не проблема. Но это, конечно, доставляет дискомфорт, и именно поэтому я бы, наверное, не хотела здесь жить всегда. В плане моих дальнейших планов, я, если честно, точно не знаю, что я хочу делать, потому что я ничего не хочу делать, я домой хочу, если честно. Но как бы что-то надо, в общем, придумывать, поэтому сейчас я пока вписалась в программу получения грин-карт по визе EB1A. Это, ну, так называемая виза таланта, это виза для деятелей науки, спорта и искусства с экстраординарными способностями. Extraordinary ability, она так и называется. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что все получится. Я взяла программу сопровождения, то есть меня будут консультировать. Это не юрист. Вообще обычно рекомендуют такие штуки делать с американским юристом. Это стоит около $10 000. У меня нет $10 000, поэтому я попробую немножко другим методом. Не знаю, как, в общем, все сложится. Нужно очень много документов, потому что петиция для этой визы должна... Ее объем составляет от 300 страниц, чтобы вы понимали. Максимум, сколько вот они говорят у этого агентства, сколько у них было, это 1500 страниц. У меня столько, конечно, не наберется, но хоть 300, может быть, наберется. Вот. В общем, можете почитать про эту визу, там 10 критериев, нужно соответствовать хотя бы 3, чтобы вам ее дали. Среди них нет знания английского языка, к сожалению, для меня, потому что мне бы это как раз помогло. Но там нужно доказать, что
вы как-то активный деятель в какой-то сфере, в том числе преподаватели, кстати, тоже могут туда подаваться, и что у вас есть какие-то, в общем, extraordinary abilities, и это подтверждено либо там документами, либо рекомендательными письмами, желательно тем, вот, что, в общем, вы вообще классные, и экономики США только вас и не хватает. Прелесть этой программы в том, что она ведет именно к получению грин-карты, занимает это все от, где-то в районе 1,5 лет, потому что очень большие очереди везде. То есть от подачи петиции до окончания срока рассмотрения это 3, по-моему, месяца или 6 месяцев. Очень долго, короче. Плюс дальше, если все одобрили, вам нужно идти на интервью, и это тоже очередь будет где-то несколько месяцев. Поэтому, в общем, именно процесс ожидания очень длительный, и я не знаю, в общем, когда это все закончится, вот, потому что я еще даже не начала ничего собирать, я начала только смотреть, как там, что нужно собрать, и, в общем, готовиться морально и физически к этому всему. И, параллельно думать, вот это еще у меня есть. Кстати, из приколов то, что начинаешь реально вспоминать какие-то свои достижения, что ты можешь предъявить, типа, вот. Не то, чтобы у меня как-то очень много чего есть, я поэтому очень сильно переживаю. Но именно вот эта вот команда сопровождения убедила меня, что это, в принципе, нормально. И они дают гарантию, что, в общем, человек получает визу, либо мне дадут деньги, либо у меня еще раз со мной пройдут весь этот процесс. Так что хочется верить. Вот. В общем, пока планирую так. Это не значит, что я стопудово прям сразу, как я получу, поеду жить в Америку, потому что жить в Америке намного дороже, чем жить в Турции, например. Но иметь грин-карту – это в любом случае хорошая идея, это облегчает получение других виз, например, в другие страны. То есть я не буду уже трястись, типа, дадут мне визу или нет, дадут мне только под срок, типа, там, на 3 дня, если я на конференцию, например, еду, или мне дадут на год. То есть шанс того, что мне, например, потом Шенген дадут на год, сильно увеличивается. Господи, какой у меня странный свет, извините, я буду выглядеть так, как я выгляжу. Интересно, могу ли я его как-то по-другому поставить? Давайте вот так попробуем. Так еще хуже. Ладно, верну как было. Извините, что я такая. Не такая красивая, как могла бы быть. Вот. Так что, в общем, такие вот у меня планы дальнейших моих перемещений. Все это, опять же, дорого, поэтому я просто депрессую по этому поводу. Меня сейчас спрашивали, почему я скучаю. Много почему. В первую очередь я по людям, конечно, скучаю, по своим друзьям. Здесь у меня, во-первых, одна моя подруга, она переехала раньше сюда, и мы с ней периодически встречаемся, как там гуляем. Плюс я здесь уже познакомилась с несколькими людьми, собственно, Гурош с Яной, которые здесь живут, плюс в нашей же квартире тоже снимали комнату, сейчас снимают тоже. Еще одна пара из России, тоже мы с ними задружились, ходили там гулять, все такое. Но все мои самые близкие друзья и подруги живут по-прежнему в Москве, в России, и, конечно, обнимашек и живого общения очень сильно не хватает. Так что да. И плюс семья моя, мама тоже осталась в России, тоже ей там не очень классно, она тоже против. Она тоже за мир. И она там с друзьями с некоторыми тоже поругалась на этой почве. В общем, у нас там тоже весело. Вот. Но как есть, так есть. Пока так. Но она пока планирует ко мне в гости приехать осенью. Так что... Занимаюсь ли я вокалом и как часто? Нет, не занимаюсь. Я уже давно не занимаюсь вокалом и планирую быть рэпером. Потому что петь это не мое. В общем, я положила на этом крест. Так, насчет вашу Машу, да, блога. Ради тебя в следующий отпуск поеду к тебе. Ой, это так мило, спасибо, Даша. Ты будь готова к тому, что я тебя обниму и не отпущу, и тебе придется там все время отпуска, в общем, с балластом ходить. Вот. Насчет блога «Вашу Машу». Есть такой блог, раньше я активно его вела, сейчас я пассивно его не веду. Будет ли то новые видео? Я не буду зарекаться, скорее всего, если у меня появится о чем рассказать, вот сейчас уже есть некоторые, например, мысли, о чем я бы хотела, может быть, рассказать там, то я сделаю видео. Если не появится, то не сделаю. Меня очень демотивирует то, что нужно что-то монтировать всегда, поэтому
с этим все грустно. Еще я планирую больше сделать видео здесь, на самом деле, именно ну, с какими-то либо ответами на вопросы, либо просто рассказами там, о себе или о каких-то процессах, блогах, вот этих всяких влогах, про то, как пишутся песни и так далее. Я вот начала снимать. Еще одно видео я тоже уже сняла, но мне не очень нравится, как это все получилось. Они будут на английском, в основном, но с русскими субтитрами, потому что я поняла, что писать английские субтитры к русскому тексту меня прям совсем ломает, а вот написать русские субтитры к английскому тексту это уже попроще, плюс сам Google Translate неплохо переводит, так что, в принципе, это проще делать, так что... Так, что еще какие были вопросы? Там разберутся без меня. Так, вот меня спрашивали, да, как ты думаешь, что будет с русскоязычным шоу-бизнесом? Ничего не будет с ним. С ним все как было, так и будет. Русскоязычный шоу-бизнес отлично существовал в рамках России. И редко когда за эти рамки выбирался. Ну, максимум в СНГ. Ну, пока что-то я не чувствую, чтобы где-то там, не знаю, в Казахстане, например, очень сильно там как-то что-то поменялось. Хотя чуть-чуть поменялось тоже. Вот. Так что с русскоязычным шоу-бизнесом ничего не будет в плане там доставления на площадке музыкальные там стримов. Ничего вообще никак не поменялось в плане концертов. Да, они там, наверное, сложнее будет поехать выступать для некоторых, особенно артистов, там, не знаю, в ту же Америку, условно говоря, это хвост Джуди. Поздоровайтесь. Но глобально вообще ничего ну, не изменится. Единственное, что, конечно, ну, цензура усилилась. И если вы там поете про то, что... Если вы какие-то нормальные панки, которые поют про то, что правительство все отстой, и надо это все менять, о, это звонок, это пришли наши соседи. Надеюсь, что их пустят. О, да, уже слышу их, пускай. Вот. В общем, если вы панк, который поет про то, что правительство говно, надо его свергнуть, то и мама анархия, то, скорее всего, у вас будут проблемы. А если вы поете там «Я тебя люблю, а ты меня нет», как это все плохо, как мне дальше жить, то никаких проблем у вас не было, нет и не будет. Появилось ли у тебя понимание, что будет дальше в целом с нами всеми, и что планируешь с переездом в другие страны? Про планирование уже рассказала, что будет со всеми нами в целом, я не знаю. Я смотрю регулярно всяких экспертов тоже, в частности, там Шульман, я люблю очень смотреть, она действительно... Недавно вышел очень клевый подкаст с ней у Данилы Поперечного. Это самый неожиданный кроссовер, который вообще мог случиться, но это офигенное видео, я всем рекомендую. И там, среди прочего, Даня попросила ее прочитать какое-то сообщение, где написаны ну, очень плохие вещи. Но она это действительно своим успокаивающим... Джуди, не надо ходить по клавиатуре! Успокаивающим тоном это говорит. И это действительно кажется не так плохо. Там что-то из серии «У вас будет отвратительный день, ваши родители вас не любят, и у вас никогда ничего не получится». И она это говорит, и такой, ну да, в принципе, звучит неплохо. Наверное, так и есть. Переживать не из-за чего. Джуди написала что-то здесь. Ага, все, нормально, отлично. Вот, такие дела. Так что такие у меня мысли глобальные и не очень. Давайте посмотрим, что вы меня там спрашивали. Тут у меня не будет. Интересно, тут у меня откроется комментарий. Нет, тут у меня не откроется комментарий. Тут у меня откроется комментарий. И тут не откроется. Надо включить VPN. Значит, из неожиданного, что я обнаружила по приезду в Турцию. Я оказалась по ту сторону VPN. А именно, те сайты, которые у меня раньше без VPN не открывались, здесь они открываются без VPN. Но те сайты, которые у меня всегда открывались без VPN, тут открываются только через VPN. И плюс у нас еще очень странный мобильный оператор, не мобильный оператор, а оператор интернета, который включает какой-то то ли родительский контроль, то ли я не знаю что. И в результате, например, на YouTube половина видео, включая некоторые там мои клипы, то есть Пикабу, открывается только через VPN. Это невероятно. Это очень странно. Так. Так, кинули я запись стрима в ВК. Конечно, да, в ВК уже есть ссылка на это видео, и там можно все посмотреть. Тин-тин-тин, тин-тин-тин-тин. Все не успели посмотреть, как я выгляжу в Инстаграме. Ужасно. Я там было все ужасно. Я там снималась снизу, я там была вот такая вот. Очень красиво. Ворона, да, всех вообще главная звезда.
всего. У меня же куча каких-то сообщений в инсте. Посмотрим, что там пишут. Ага, это не мое. Ага. Да. Окей. Собственно, мы тут уже больше часа. Невероятно. Это мой довольно длинный стрим. Обычно я за 45 минут умудряюсь все успеть рассказать. Вот. Тогда, наверное, буду закругляться. Как раз у меня стемнело и стало более понятно, какой должен быть цвет, но не важно. Вот. В общем, будут новые блоги здесь, будут новые песни скоро. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо отдельно всем, кто поддержал. Кстати, насчет Бусти, что там будет, буду ли что-то постить, я надеюсь, что да. Вообще, я уже давно хочу постить некоторые демки, но меня немножко пугает постить их просто в ВК Donuts. Как вы знаете, у нас есть еще ВК Donuts. И там есть даже люди, которые подписаны на него. Хотя я довольно редко что-то пощу. Спасибо вам, люди. 2 человека, я вас люблю. Но на ваши деньги, кстати, я делаю рекламу ВКонтакте. Так что я их ничего из этого себе в личный карман, там на еду я не забираю. Вот. Но, в общем, именно какие-то вещи типа демок, например, там постить мне бы не очень хотелось, потому что там не очень хорошая защита, и все это можно очень легко оттуда скачать, и выложить, и еще что-то с этим делать. И, в общем, мне бы не хотелось, чтобы была такая возможность. Boosty выглядит более защищенной платформой для таких вещей, поэтому туда как-то мне будет комфортнее, наверное, выкладывать такие штуки. Вот. Но пока я не знаю, как часто все это будет происходить, поэтому подписка стоит всего 100 рублей. И в ближайшее время я точно буду сюда постить, потому что обычно я такая, типа, ура, новая какая-то штука, надо что-то делать. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и вообще поддерживайте нас. Спасибо большое всем, кто это делает. Также скоро, надеюсь, будет онлайн-концерт. Я надеюсь, у нас получится все сделать. Мы технические моменты тоже решаем. Вот. Также, кстати, если сможете, напишите мне где-нибудь в комментариях, сколько вы готовы были бы заплатить за онлайн-концерт. Там будет, где-то на час, наверное, программа, это будет нормальный свет, нормальный звук, это будет концертная площадка, это не будет где-то там, не знаю, в дома, в караоке, вот, то есть не вот так будет, а будет нормальное все, как на настоящем концерте, просто на экране. Вот, пишите, сколько бы вы готовы были заплатить за билет. Все, я вас тоже очень люблю. Спасибо большое. Надеюсь, кстати, скоро, что у нас еще появится название, наконец-то, у фан-клуба и логотипы, всякая какая-то атрибутика, потому что мне бы этого тоже хотелось. И тоже, я думаю, лежу в этом направлении. Вот. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто посмотрел записи. Вы самые клевые люди, только ради вас все это и происходит. Спасибо, что поддерживаете меня. Буду стараться радовать вас большим количеством контента, песен, видео со мной, с клипами, со всем на свете, с концертами. Спасибо и пока! Не плавьтесь там на солнце.